Как же уговорить свою девушку на анальный секс? Привет, с вами Лилумун. Наверное, это самый часто задаваемый вопрос. Нравится ли мне анальный секс? Как я испытываю оргазм от анального секса? Как уговорить девушку заняться анальным сексом? 100-500 вопросов по поводу анального секса. Ну давайте обо всем по порядку. Я расскажу о своем опыте. Когда я спрашивала девушек, нравится ли им и вообще испытывают ли они какие-то чувства, какие-то ощущения от анального секса, даже в порно, из 9 девушек только лишь 2 сказали, что да, им нравится, но при этом все остальные либо не испытывают никаких ощущений, то есть они просто ничего не чувствуют, либо какому-то небольшому проценту это просто неприятно. Итак, почему же так происходит? Просто все люди разные, и у каждого человека свои эрогенные зоны. У кого-то это мочка уха, у кого-то это соски, у кого-то это анальное отверстие. Если ты смотришь это видео, то наверняка у тебя уже были попытки склонить свою девушку к анальному сексу, и, видимо, закончились они неудачно. Итак, с чего же начать? Мне так кажется, что самое главное мужчине нужно представить себя на месте девушки. Представьте, что вы занимаетесь сексом, вам очень хорошо, вы там где-то на пике блаженства, и вдруг вам на ухо шепчут: «Я хочу тебя отстропонить». После этого вы навряд ли уже захотите продолжать. Это, наверное, самая распространенная ошибка, когда мужчина начинает предлагать анальный секс первый раз девушке в разгар полового акта. Кроме как зажима, вы от девушки не получите ничего. Еще одна фатальная, мне кажется, ошибка, когда мужчина, пытаясь девушку склонить, он еще и рассказывает ей, что а вот у меня была девушка, и она любила анальный секс, и она еще от него и кончала. Ну, тогда ищи эту свою девушку и с ней занимайся анальным сексом. Get out of here. Get out of here, man. Если ты еще не говорил на эту тему со своей девушкой, то ты можешь проверить ее реакцию во время секса, но очень-очень аккуратно. Начинай там трогать, касаться пальчиками, касаться языком и смотри, как она реагирует. Девушка, она всегда скажет, нравится ей или нет, но если она у тебя очень скромная и она все-таки ничего не говорит, ты можешь продолжать это делать, только не входя вовнутрь, а вокруг, так потихонечку, и спрашивать ее, что она чувствует, какие у нее ощущения, нравится ей там прикосновение или нет. Если реакция вашей девушки на поцелуи и прикосновение положительная, вы счастливчик, и можно переходить к следующему этапу. Вы можете рассказать девушке о своих сексуальных фантазиях, предложить ей, например, сходить в секс-шоп и выбрать первые игрушки для ваших экспериментов. Я вас очень прошу, не нужно сразу брать какие-то нереально огромные там дилдосы, я не знаю, там пробки вот таких вот размеров. Для первого раза выберите какую-то маленькую пробочку, либо фалоимитатор, чтобы это было комфортно, без каких-либо узоров, каких-то выпуклостей. Просто обычный, ровный, гладкий фалоимитатор и небольшая пробочка. Самая удобная пробочка — это вот такая. Она маленькая, гладкая. Самый лучший вариант для начинающих. Тем более она очень красивая, сможете потом сделать красивые фотографии. Ну и, конечно же, вам понадобится очень много смазки. Обязательно выбирайте смазку на силиконовой основе. У меня здесь 2 моих любимых. Это Pure. Вот эта смазка Extreme Glide. Она обладает таким немножко действием замораживающим. Если вы достаточно быстро кончаете, то эта смазка вам подойдет. Если наоборот, то лучше, наверное, такую не использовать. Вот эта смазка универсальная. Я давно очень ей пользуюсь. В общем-то, супер. Чем хороши эти смазки? Они не имеют никакого вкуса, запаха. Они не раздражают абсолютно слизистую и нет никаких неприятных ощущений. У них даже есть небольшой расслабляющий эффект, там входят масла. Плюс эти масла ухаживают за кожей, то есть не появляется никаких трещинок и всего, короче, такого, что могло бы
помешать вам наслаждаться анальным сексом. Смазки должно быть много, не жалейте, поливайте. На первых порах она очень помогает, это очень хорошо. Единственный момент, смазки на силиконовой основе, они несовместимы с игрушками из латекса, поэтому фалоимитатор выбирайте, возможно, металлический либо стеклянный, только ровный, без всяких там загогулин. Вот такая загогулина получается. Еще один важный момент про игрушки. Не экономьте на игрушках и на смазках, потому что дешевые игрушки или дешевые смазки, они очень раздражают слизистую. Если тем более есть какие-то аллергии, то это полный провал, полный отстой. У меня был момент, когда во время съемки просто от игрушки дикое раздражение было на коже. Лучше на себе не экономить, покупайте хорошее, дорогое и наслаждайтесь. Я думаю, конечно, что после похода в секс-шоп вам уже обоим захочется все попробовать, но не сильно-то торопитесь, потому что вашей девушке нужно будет подготовиться. Мы, актрисы, каждый раз перед съемками готовимся к анальным сценам. У нас достаточно сложная подготовка, мы там не кушаем, пьем эмодиум и потом еще клизма. Вашей девушке, конечно, не нужно делать столько манипуляций, и достаточно будет легкой клизмы. Чего, блин? Ну вот и все. Теперь вы готовы к анальному сексу. Самое главное, теперь никуда не торопитесь. Побольше смазки. Делайте все аккуратно, чтобы не было никаких неприятных ощущений. Начните с игрушек, и потом уже можете переходить к полноценному половому акту. В этом видео я не говорю про варианты, когда ваша девушка абсолютно не принимает анальный секс, потому что я считаю, что такой случай это, наверное, больше для работы с сексологом. Если девушка отказывается от анального секса и даже слышать об этом не хочет, значит, у нее есть на то причины. Если у вас получается со своей девушкой поговорить и выяснить, почему у нее такая реакция, почему она боится или почему она отказывается, то, устранив эти страхи, возможно, у вас получится обойтись без сексолога. Но если договориться не получается, то лучше, конечно, обратиться к специалисту. Ну что, я думаю, я все рассказала по этой теме, но если у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте. Ставьте лайки, пишите свои комментарии и всем хорошего секса. Пока-пока.